Привет! Сегодня я тебе покажу высокий пучок из прямых волос. Это базовая прическа, которую должен уметь делать каждый стилист. Для начала я делаю предподготовку волос. Прикорневое гофре – неотъемлемая часть практически каждой прически. Делаю пробор от уха до уха. Далее отделяю краевую линию, примерно сантиметров 10. Из того, что осталось, я буду делать два хвоста. Первый хвост будет находиться в наивысшей точке головы. Второй хвост я делаю чуть-чуть ниже первого. Два хвоста я сделала для более удобной выкладки пучка. Сейчас волосы в хвосте я просто убираю, чтобы они нам не мешались укладывать краевую линию. Начинаю выкладку с теменной зоны. Для начала я обработаю волос пудрой для прикорневого объема. Далее выполню тупировку на пряди и так сделаю по всей теменной зоне. Далее я вычесываю тупировку и буду укладывать и формировать хохолок. Я счесала тупировку, лицевая сторона должна быть чистенькой. Далее обрабатываю прядь спрей-воском. Прочесываю и поставлю временную шпильку. Делаю один оборот, ставлю временную шпильку. Буду вытаскивать текстуру и только потом фиксировать невидимками. Ребрышки старайтесь вытаскивать тоненькие. Я буду ставить временный каркас из шпилек, чтобы зафиксировать в нужном положении ребра. Я сформировала хохолок, убираю временную шпильку и ставлю уже невидимки крест-накрест. Перехожу к височным зонам, также протупирую прядочки и затем буду выкладывать к верхнему хвосту. Смотрите внимательно, я делю прядочку на две части и перекручиваю их между собой. Так при растяжке получится более текстурная прядь. По такому же принципу мы проходимся по всей краевой линии.
заканчиваю укладывать краевую линию, дорабатываю последние прядки. Регулируйте объем в зеркало, смотрите, чтобы везде было симметрично с двух сторон. Сами ребрышки не обязательно должны быть симметричными, главное, чтобы общая картина была со всех сторон одинаковой. Распускаю волосы из хвостов, сейчас соединю с прядочками из краевой и буду уже выкладывать, формировать наш пучок. Я соединила прядочки с краевой линии с хвостами дополнительными резиночками. Теперь буду формировать пучок. Я обработала нижний хвостик спрей-воском, прочесываю его и далее буду формировать жгут, которым оберну верхний хвост. Попутно я буду растягивать наш жгут, делая его объемным. Фиксирую кончик, пряча его под прядочки. Верхний хвост я делю на две части. Также буду формировать из них жгуты и выкладывать по форме пучка. Я оборачиваю жгут в основном вокруг хвоста и вытаскиваю красивые такие перышки, фиксирую их сухим лаком. Я перехожу к последней пряди. Ею я буду создавать симметрию и закрывать пустоты в пучке. Каждый жгут сначала я укладываю по форме, вытаскиваю текстуру, далее шпилечкой изнутри я ее фиксирую. Я сформировала пучок. Далее завершающий этап — это накрутка краевых прядочек. Так как нет четкой схемы выкладки пучка, треть времени занимает финишная доработка. Отличным дополнением к любой прическе будут правильно подобранные аксессуары. Так как у нас нету под рукой украшений для волос, я буду использовать обычные сережки.